Здравствуйте все, вы на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Вот эту шляпку вы уже видели в одном из предыдущих видео. И несколько зрителей просили показать, как она шьется. Это летняя шляпка на прохладную погоду, или на весну, или на раннюю осень. Она уже возрастная, ей больше 2 лет, и она уже и по подиуму дефилировала. Вот такая уже с историей. Вы видите, что состоит она из маленьких лоскутиков. Внутри подкладочная ткань, это ситец голубой, а на поля я использовала тонкую джинсовую ткань. Для того, чтобы ее сделать, нам понадобится болванка. И сделать ее несложно. Я взяла старую шляпу, летнюю шляпу из бумажной соломки, набила ее футболками, плотненько набила, снизу положила кружок картона и обтянула толстыми колготками. Вы можете для того, чтобы обтянуть, использовать футболку, можно использовать леггинсы, ну, собственно, любой трикотаж, который хорошо будет обтягивать. Затем надо будет снизу зашить или вот завязать на узел, как я это сделала. Итак, приступаем. Болванку я накрываю тканью, которая у нас будет внутри шляпки. На этот раз у меня ткань вдвое толще предыдущей. Это от форменной рубашки. И вот таким образом равномерно закладываю складочки, которые закрепляю булавками. Со всех сторон. Дальше я беру клеевую паутинку подходящего размера и накрываю нашу подкладочную ткань. И точно так же закладываю складочки равномерно по всей окружности. Девочки, я вам не сказала, после того, как вы сделаете болванку, обязательно измерьте окружность, чтобы она была, ну, вашего размера. Вот у меня это 56, сейчас вот я мерю после того, как я уже наложила ткань, 57, чтобы она у вас потом не болталась на голове. И вот закреплена паутинка, и я начинаю самое интересное. Подобранные оттенки у меня примерно как у предыдущей шляпки, потому что кому предназначена шляпа, она просила именно вот в таких тонах. Ну, воля заказчика, закон. И мы начинаем чередовать цветные лоскутики с однотонными, темные цвета со светлыми, а может быть наоборот, чтобы помягче были переходы. То есть все зависит от того, что вам надо. И вот так накладываем. И после этого так накладываем с нахлестом. И после этого припариваем утюжком. Приложились. Тканюшки у нас скрепились с основой. И мы продолжаем дальше.
И так будем заполнять все наше поле. Девочки, у вас, наверное, тоже, как у меня, часто бывает. Только чем-то увлечешься, и ты срочно кому-то понадобился. Да? Ну, вот так постепенно. Закрепляя ткани лоскутик за лоскутиком. Так, вот здесь у меня небольшой оказался нахлёст, и ткань сдвинулась. И вот, девочки, я обклеила донышко и тулью. И мне вот эти два лоскутика не нравятся. И это легко исправить. Во-первых, то, что они светлые, мне не нравятся. И следы от утюга я вот здесь оставила. Паутинка у меня темная, где-то я прикоснулась. И утюжок все это перенес на светлую ткань. Я беру другой лоскутик. Отрезала лишнюю паутинку, приложила сюда. Следите, чтобы паутинка не выбивалась за поля вашего лоскутика. Я вот так прикладываю. И сверху утюжком. Все, лоскутик на месте, и он никуда уже не сдвинется, он приклеен. Точно так же вторую тканюшку. Да, вот так будет лучше. То есть вы всегда можете положение исправить очень легко. Не понравился лоскутик, излишняя пестрота может быть, или по цвету не подошел. Также можно какие-то краешки обрезать или, подложив немножко паутинки, подклеить. И вот теперь все булавки у нас убраны по мере приклеивания. Я снимаю нашу будущую шляпку. Я померила от макушки и до низа должно быть не меньше 18 сантиметров. Вот. Лишние вот эти вот какие-то можно всегда убрать. И теперь я обрежу по окружности лишнее. И потом будет стежка. Вот, девочки, я срезала лишнее. И на этом этапе можно уже сделать примерочку, как подходит по размеру. И вы видите, что край немножко фалдит. И я сейчас наметочным швом закреплю размер, чтобы в процессе стежки у нас не было расширения края. Так выглядит заготовка после стежки. Стежка нам добавила жесткости. Начала я стягать с внешнего края лицевой стороной наверх. Нижняя нить, заправленная в челнок, у меня металлизированная, и она идет по внешней стороне изделия. По мере стежки, по мере приближения к центру становилось сложнее стягать. Я завернула вот таким образом края и, слегка подворачивая, без особых сложностей дошила. И теперь вот этот срез я буду обрабатывать косой бейкой. По выкройке я вырезала деталь полей, нижнюю часть укрепила дублерином,
И теперь буду выкладывать лоскутики, подложив небольшие кусочки клеевой паутинки. Так, ну, например, вот так, используя те же расцветки, что и на верхней части нашей шляпки. После того, как я все выложу, я прижму утюгом и лишнее срежу. И вот, девочки, показываю. Срез тульи я обработала косой бейкой. Поля проложила частую строчку, вот такую простежку я сделала металлизированной ниткой. И теперь оба среза я обработаю косой бейкой. Ширина бейки 3,5 сантиметра. Поля я окантовала, и теперь осталось пришить поля к тулье шляпки. Но прежде чем пришивать, мы определимся, где у нас будет перед. Здесь множество лоскутиков, и все они по-разному смотрятся, поэтому надо выбрать, что вам к лицу. Определившись с передом, ну, допустим, вот эту красное пятнышко вот это возьмем, да, мы начнем пришивать, найдя перед этим середину полей. Начинаем пришивать вот таким образом в стык. Но если вдруг вот эта деталь вам окажется свободновато, ну, великовато, да, а это вполне может случиться, то в этом случае можно вот таким образом схитрить. Не в стык пришивать, а вот так изнутри, то есть таким вот наложением. И тогда размер шляпки у вас, естественно, уменьшится. И теперь смотрите, у меня поля длиннее окружности шляпки. Я это сделала сознательно, потому что, когда я буду пришивать сзади, я сделаю вот такой вот нахлёст друг на друга, и ширина полей здесь уменьшится. У нас у всех воротники, и если вот так вот мы сделаем такую манипуляцию, то шляпка будет сидеть комфортнее. Такая креативная шляпка получилась. Почти близнец предыдущей. Но эта шляпка получилась плотнее, потому что я подкладочную ткань брала более плотную. И простежку более частую я здесь делала. Шляпка делалась из самых различных лоскутов, и здесь важно было цветовое решение. Фактура ткани не играет абсолютно никакой роли. Я надеюсь, что интересующиеся получили удовлетворение. И еще надеюсь, что никто не напишет, что это шляпка для городской сумасшедшей. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи.